Так, ребят, поздравляю вас всех с Новым годом, с наступающим. Хочу пожелать вам в Новом году, чтобы ваш автомобиль вас не подводил, чтобы, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, чтобы ставки были высокие, чтобы была всегда работа, чтобы все было хорошо, счастья, любви, здоровья, удачи, успехов, всего самого хорошего. Также хотелось бы вас попросить, ребят, подпишитесь на канал. Хотелось бы добить в этом году до 5000 подписчиков. Кто сейчас нас смотрит и не подписался, подпишитесь. Будет очень приятно. Это поможет понять, что вы смотрите наш канал и продолжите его развивать. Также пишите в комментариях какие-то свои предложения, замечания и так далее. Будем стараться развиваться дальше. Спасибо, что смотрите наш канал. Приятного просмотра. Вытекло, я уехал. Я понял. Ну, короче, как это назвать? Ну, типа и так сойдет, короче. Японский магнитофон. То есть надо будет сначала привести все в заводской вид, а потом наладить уже, настроить и так далее, чтобы оно уже управлялось как положено с рычажка, чтобы не было никаких вот этих вот колхозов, кнопок и так далее, потому что все-таки двигатель должен управлять моторным тормозом. Производители, инженеры рассчитали, что вот эти вещи должны работать безопасно в определенных режимах. И вот они в определенных режимах и должны работать. Соответственно, когда ты их управляешь этими вещами напрямую, а все-таки заслонка на турбине, да, то есть если ты ее полностью перекроешь, то ну, это как выхлоп, просто закрыть и все. То есть мотору он работает, ему некуда плевывать выхлоп. Что будет происходить? Будет подниматься давление внутри двигателя, то есть поршневые картерные газы, будет прорыв, будет подниматься давление в картере. Отсюда может выдавить сальники легко, ну, как бы, как последствие этого. Поэтому, ну, все вот эти вещи, они должны управляться компьютером и с определенным алгоритмом, а не вот так вот, типа... А у меня дэшные мозги стоят, это нормально? Нет? Да, нормально, наоборот, отлично. С ними как бы проще. А я цешные купил за 20-ку. Не надо было. Но они 460 была, а тут он мне говорил, у тебя 450. Покажи их, какой этот номер железа там. Да, это цешные, древние мозги. Не надо их сюда ставить. Нет. Это была плохая идея. Да, нужно было просто отключить фишку, чтобы висела ошибка, и все. А там нету, там ничего такого. Ну, они тебе в проводку это все внедрили где-то. Ладно, была бы польза от этого какая-то, да. То у тебя, допустим, не было бы ошибок в двигателе, вообще никаких. Да, и вот это единственная сраная... Их там миллион. Да, единственная там эта сраная ошибка по датчику там картерных газов давления. И вот, ну, тогда, может быть, был бы смысл с ней бороться. А так как у тебя там прямо сейчас давление топлива, электрическая ошибка, датчик давления топлива не работает, предпусковой подогрев не работает, выход управления вентилятором не работает, датчик оборотов вентилятора не работает, компрессионный тормоз тоже в ошибке. То есть куча ошибок, одной больше, одной меньше, ну я не знаю, это ну как бы ни на что не повлияет. Проблем бы никаких бы не возникло, если бы, ну, вот эти все вещи бы не делали, непонятные. Не возникло, если бы ты приехал, если бы я бы успел. Магадан, одни перевалы, понимаешь, что одни перевалы. Сейчас опять Магадан идет, да? Ну, я понял. Горняк, короче, нужен по-любому. Примерно сделали какой-то план. Завтра будет более уже конкретно. Здравствуй. Вжух. Не, это этот, датчик уровня антифриза. А, муфта стоит прям, это, виска. Только греется, он сразу включается моментально. В принципе, да, штука надежная. Слышишь? Да, мотор стоит далеко. Траверсу не переворачивали. Кронштейны не пересверливали. Нет, ничего не делал. Диффузор не работает. Вентилятор должен стоять же в диффузоре, правильно? Да, внутри. А он стоит снаружи. Значит, он работает, но неэффективно. Контроль здорово, тот бачок. Ага. Жидкость вытекла, и я уехал. Я понял. Ну, короче, как это назвать? Ну, типа и так сойдет, короче. Японский магнитофон. Да, мотор сильно цешный. Это и хорошо, и плохо. Ну, короче, не подключен. Воздух на колобашку от клапана. Всем привет. В общем, здесь у нас Volvo VNL. Здесь у нас 10-го года Volvo. Была она когда-то с Каменсом 15-м. С Common Rail был этот Каменс. Навороченный, там, с мочевиной. Короче, со всеми делами. Сюда поставили D12C. В общем, наша задача восстановить работу горного тормоза, моторного тормоза. То есть это у нас компрессионный тормоз с подклапанной крышкой, веб и EPG, заслонка за турбиной, которая стоит, перекрывает выхлопной газ. И тормозит, и прогревает двигатель. То есть у нас сейчас здесь не работает ничего. Впрочем, ничего нового. Значит, касательно горного тормоза, моторного тормоза, как угодно. В общем, когда эту машину переделывали, устанавливали сюда другой двигатель, здесь очень много было сделано доработок, которые делать было не нужно. То есть, ну, в принципе, так не должно быть. Что сделали люди? Они взяли, вывели клапан из-под крышки подклапанной, который управляет вебом, компрессионным тормозом, вывели его в кабину на кнопку,
чтобы управлять им напрямую, без защитных режимов компьютера. То есть у нас компьютер, когда включает веб, он прекращает подачу топлива. Он должен обязательно видеть, что педаль газа отпущена. Он должен видеть, что у нас отпущена педаль сцепления, что скорость у нас выше нуля, что обороты не ниже 900, и только тогда разрешать работу. А также температура масла должна быть выше 55 градусов. То есть двигатель должен быть прогретый. То здесь у нас, получается, было сделано так, что ты можешь в любой момент нажать кнопку и включить компрессионный тормоз под клапанной крышкой вплоть до глушения двигателя, то есть заглушить мотор. Так неправильно. Нельзя, чтобы он так работал. Это как бы не совсем те режимы, в которых должен работать двигатель с горным тормозом. Заслонка. Сейчас уже осмотрел. Клапан электрически подключен, но трубка воздушная от клапана до заслонки, она вообще отсутствует. Ее как будто открутили по каким-то причинам. Тоже сейчас будем выяснять, почему. Еще двигатель здесь D12C. А блок управления и прошивка стоит от D12D. Это тоже такой нюанс, на самом деле, важный, потому что сама проводка на D12 моторе, она тоже отличается от C-шной, потому что на D12, как правило, есть там датчики давления картерных газов, есть датчик уровня масла, у них клапан EPG находится с левой стороны под стартером, с другой стороны. Короче, D12D, проводка, она более оснащенная. C-шная, в данном случае, она такая более урезанная, то есть там, скажем, половины датчиков нету, которые есть на D-шном двигателе. Вследствие этого, я так понял, что люди дорабатывали эту проводку, что-то там меняли, ставили, вероятно, резисторы, чтобы не горели ошибки по этим отсутствующим компонентам. И с этим тоже есть какая-то проблема. Я так понял, что машина глохнет по давлению картерных газов. Возможно, резистор не тот подобран, может быть, еще что-то не так. Как мне кажется, так как там все равно есть куча ошибок по другим компонентам, проще просто оставить как есть цепь в разрыве. Он видел ошибку, что нет датчика давления картерных газов, и в итоге не глушил двигатель. То есть это так работает. Если фишку снять с давления картерных газов, то он не будет глушить двигатель, будет видеть просто обрыв по датчику. Нет показателей, соответственно, нет причины, по которой двигатель будет глохнуть, по крайней мере, по давлению картерных газов. В общем, также еще в салоне у нас проводка была доработана, и ее тоже надо будет сейчас посмотреть и выправить обратно в завод, как она была. И уже потом с этим всем надо будет работать. То есть сейчас какая у нас задача? Посмотреть, что сделано, как подключено, изучить, переподключить обратно, как было, в заводской вид, и уже потом, исходя из этого, настраивать. Достаточно такая масштабная работа, потому что нету очевидных каких-то подключений, то есть надо будет сейчас именно все разбирать и смотреть в коробе, что творится на двигателе, что с проводкой творится. Короче, да, тут на самом деле непростая работа. Да. Просто, чтобы эта хрень работала. Тут просто какой-то творится, я не понимаю, что куда подключено и зачем. Да какая видно, не видно, потом вот так вот лазить. Короче, вот тут раз, два, три, скрутки, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Только то, что я вот вижу сейчас. То есть вот 5 проводов каких-то куда-то выведено. За что они там отвечают, я не знаю. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. За что-то отвечают. Сейчас я провода должен определить, куда они идут и зачем. И вырезать лишнее, вроде как. Пока такой план. Он у меня меняется на ходу, потому что я понимаю, что без этого ничего не получится. Мне приходится как бы редактировать, на ходу этот план. Стоп. Ты где там? Это будет вообще фиаско, как его протягивать. Понятное дело, что можно протянуть, но это будет, реально фиаско. Это фиаско, братан! Тут прям реально, такой прям гемор, это жесть. В такие моменты начинаешь думать, зачем я за это взялся? Зачем есть мясо с картошкой? Где тот момент, когда можно отказаться, да? Он был упущен или еще можно? Китайская. Да. Божечки. Подарки. Какая добротная канистра. Спасибо огромное. Так приятно вообще. Да, я вроде вник. Я почти все понял. Вроде как разобрался в этом кишмише из проводов. Примерно понял, что куда идет. Мне осталось только это теперь все наладить. И включи. Включила. Выключи. Отлично. Давай-ка подольше зажигание включим. Секунды 3-4, и потом выключим. Тики-тики, так. Да, отлично. Все, это оно. Едем дальше. А такие датчики у тебя есть вообще? Нет, конечно, надо покупать. Купим, давай. Да, можно? Чуть-чуть осталось до проверки этого клапана воздушного. Нужен датчик засранности фильтра. Нужен клапан под крышку под клапана, который это PG, OSPD, веб. И по поводу EPG вопрос. Провода целые, плюс идет. Надо только это. Просто не слышно, как они щелкают. Надо воздух. Воздух же ушел, да? Вот, надо будет накачать воздух. И я ими там поуправляю. Еще раз попробую. У вас вообще воздух здесь есть? Можно вот отсюда воздух накачать даже. Не заводить машину. Можно, да, поставить, пусть качает. Сейчас. Я просто хочу, перед тем, как закрыть этот короб, и уже туда, пока не лазить больше. Хочу сейчас проверить работу этого клапанов EPG, веба.
Сколько там очков, интересно? Всего 11. Что, накачался? Да? Ну, там же есть эти все. Ну, защита отработает, если она есть, да. Хорошее уточнение, да. Я говорю, я уже на грани. Да хуй с ним, лишь бы он был. Они там сами в ауте. Я уже скоро на людей кидаться буду с такими машинами, блин. Это этот переключатель моторного тормоза. С ним-то ничего, просто с человеком, который его взял, распаял зачем-то. С ним что-то не так. Любитель канифоли, короче. Сейчас уберем это все дело. Резисторы все с платы собрал. Куда-то и они исчезли, короче, больше их тут нет. Первый щелчок. Так, второй щелчок. Хоть как интересно работает. Фух. Так, хорошо. Короче, тут было какое-то решение каких-то проблем, которые то ли их создавали заново, то ли решали. Непонятно, короче. Все не так плохо, но как бы недалеко от идеала, скажем. Короче, я восстановил проводку на двигателе частично. Проверил провода на клапана EPG и VEP. Сейчас в данный момент они уже целые. Вывел питание отдельно на блок управления двигателем и на клапана VEP и EPG на 24 вольта. И сейчас у нас восстановление клавиш управления горным тормозом на блок управления кабиной. Инженера Volvo в Акуе от того, что мы тут делаем. Сейчас взорвется. Да не, все хорошо. Подключение делаешь быстрее, чем ты сегодня с этой машиной возишь. Да, в этом-то и дело, понимаешь? Заново подключить машину у меня занимает от 4 до 5 часов. С учетом того, что у нас не разграбленная проводка на двигателе, бывает так, что успеваю прилететь, подключить и улететь сразу же. Что это такое? Что это? Почему она здесь? Что такое? Толстая кишка какая-то. О, блин, ни хрена там проводов. Просто такой внушительный этот жгут сюда приведен. И при этом горняк не работает, ну, по заводскому. И вообще никак не работает. Не понимаю тогда, какой смысл был вот это все делать. Так. А вас в Америку не вызывает случайно? Мозгов там наберешь, Мишка, побольше. Так, одна проблема сменяет другую. Так, ладно. 460 было. А так какого хрена нам туда не ехал? Да, кто же ее знает. Ну, здесь, видать, это решили так вопрос. Ну, с работой горного тормоза и всего остального. То есть просто поставили веку постарее. А, то есть его нужно было, да, еще было Ну, менять, да? Как говорится, в некоторых случаях да, в некоторых нет. Ну вот, выключилось. Первое положение, второе. Ух ты, прикольно работает. Работает? Да, да. Работает пока что только ручка. Выглядит Мы уже сейчас пойдем праздновать. Ну, я уж хотел танцевать, ёпта. В любом случае придется перейти на цешный блок, потому что клапана, которые заслонкой управляют, ну, открывают заслонку, они под цешный блок старого образца. На дэшных моторах нет таких соленоидов. Короче, после того, как это все подключится, ну, все равно же оно сразу-то не заработает, потому что там воздух не подключен ни к клапану, ни от клапана к горняку. Там еще, получается, надо с воздухом разобраться. Еще и под клапанную крышку надо поставить клапан. Кстати, ты же умеешь, да, клапанные крышки открывать? Даже почти не глючит. Не глючит? Да, все нормально. Все в порядке, пока что. Загадывать мы не любим. По факту, короче. Работает, работает, не работает, не работает. Я восстановил переключатель управления горным тормозом и проверил его. Он работает. Сейчас у нас следующий этап, то есть это надо поменять клапан управления горным тормозом, VEP соленоид на 24-вольтовый обратно. И датчик подключим температуры и засоренности воздушного фильтра. Осталось чуть-чуть. Точно цешно, да? Фиг его знает, наверное. Сегодня, да, первый день закончен. Завтра будем продолжать. Здесь вот на гаечках он стоит, да? Да. А там на этих унюшках, на, папка-мамка. Папка, мамка, где? Вон он стоит. Обычно всегда на гаечке. Это ерунда какая-то, не может быть такого. Ну, в смысле, может, но не может. Они всегда на болтиках. Вот они, папка-мамка, чего? Жесть какая-то. Ну, это папки-мамки, наверное, туда приделаны. Блин. Короче, мамки снимай эту У меня все готово. Так. Ага. Теперь отключим эту хуйню. Какие-то ключи и головки. А, вот на 12 дай, по-моему, на 12, по-моему. Короче, что этот, переобжать тут недолго. Все, готово, как говорится. Готово, мастер. Что готово? Сломал? Блин, получается, провода там можно было не ломать. Ну ладно. Вот эту хуйню. Вот я ее менял. Чпока, она так легко вылезла, да?
Да, А там- фризники тоже новые, сестра. Ладно. А на том клапане есть? Да, есть. Ставь его, пожалуйста. Ладно. Стал, да? Уже да. Как бы так непонятно. Он как будто, знаешь, раком стоит. Он как будто не может встать ровно. Как-то неровно, что ли, встает. Ну, туда вставилась вроде. Ну все. Ладно, короче, попробуй притянуть ее. Посмотрим, что получится. Все, понял, почему она на перекос идет. Потому что она на двух болтах держится. Все, давай, вставляй. Ну да, получается. Там-то нет опоры точки. Поэтому она я на нее нажимаю, она перекашивается. Ну, что за ерунда? Да, там реально эти мамы. И прямо из соленоида мамы торчат. Я первый раз такое вижу. Подожди, я вот так я придержу. У нас был какой-то план, и мы его придерживались. План вроде работает. Ну, чтобы она не отвалилась, мы ее отрежем. Это ж почти как операция на открытом сердце, понимаешь? Да. О, это музыка началась, да, все, села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Все, давай проверим. Тут предохранитель идет на телегу на поворотнике. Алло, прием. Хьюстон. Хьюстон, у нас проблема. Плюс идет. Сейчас контрольку проверим. Понятно. Что-то еще вышибло. Что за покап? Странно. Плюс-то идет. Немножко, конечно, контакт херовый стал. Из-за того, что коротнуло-то сильно. 20 ампер через этот проводочек пролетело. Нету. А, подожди, я не там смотрю. Да, нормально. Да, все пошло. Искрит должно. Не искрит. Пиздец. Соленоид барахлит. Ну, в смысле, он, походу, был обрыв. Клапан в обрыве. Я понял, короче, у него крышка вот эта, она не должна проворачиваться. Вот она вот так проворачивается. Здесь контакты, вот они припаяны. То есть она не должна проворачиваться. Что с этим делать? Она провернутая просто, ну это жестко, конечно. Ну надо соленоид, чтобы работал. Мы как бы, конечно, можем болт забить, да, и подключить вот этот 12-вольтовый на 24. Но он как бы долго не проработает. Ну, то есть он сгорит в итоге. Сейчас клапан на хлопушку, и на клапан тоже воздух не подключен. Вот это надо, то есть надо подключить воздух. Трубка там есть. Они трубку вывели, они туда привели к ресиверам и отчикали ее. Я не вижу, куда она там вставлялась. Они как будто туда что-то, может быть, другое вставили. Надо что-то придумать, да, с этим воздухом. И тогда у нас остается последний этап, это проверить эту заслонку потом в итоге. Можно будет запустить, и туда уже нагрузку давала. Ну они сняли ее, блядь. Они сняли ее, хуйтинги, просто они сняли. Я что буду снимать? Мне нахуй снимать не надо, нахуй. Пиздили, короче. Она им нужна, конечно. Просто сняли и куда-то выбросили. Я завалялся в моих, да, богатствах соленоид. Медная только такая есть. Да, что-то это в обрыве тоже. Оборванный. Сопротивление бесконечности. Бесконечности далее. Ну просто, да, эти ребята, они как бы под корень, короче, все подчикали. Все провода. Трубочка. Я знаю, это шестерка или нет. Тормозная? Да. Низ, низ, низ. Так, последний провод проверить и залеплять. Отлично. Монтирует этот датчик. Да у меня ноги не поднимаются. Ты сделал. Ну, датчик стоит. Когда провода не отрезаны, то просто его ставишь и все. А тут сначала надо вызвонить, короче, проверить, ну, целые они или нет, соединить их на место и потом только подключить все это, поставить. Квест, блин. Ну да, весело, конечно. Не могу никак нарадоваться. Давай, мозги. Давай сейчас их сначала на фишку, а потом, если они хорошие. Сейчас посмотрим, что там у нас. Все, ошибок нет, прикинь, как заебись. Ни одной ошибки нет. Ну, на клапан ВЕП и на давление топлива. Ошибка. Да, остались. Все, больше ошибок нет. Да, и он 2 пробела сделал. Он что, реально что ли? Он не знает, сколько должен по заводу. Нет, я просто я прописываю ВИН-номера. Когда ВИН-номер прописываешь, там буква и 6 цифр. Между буквой и цифрами 4 пробела. Во всех. Вот заводской, если вариант, можно поставить сколько хочешь. Как бы это дело каждого. Просто если все будут ставить в разнобой и представить, что ты кому-то хочешь отправить блок, в котором будет прописан ВИН-номер, чтобы этот блок запустил машин, потому что на европейских моторах, на цешных, важно, чтобы ВИН-номер был прописан правильно. Ты пропишешь ВИН-номер, как положено по заводу, а у него там, например, 3 пробела вместо 4, или там 1, или 2. Ну и все, он вот ставит, а он не запускается. И потом звонит, типа, что-то прислал, короче. Ну вот в таком духе будет. Так делают, в смысле. Я не знаю, ну как бы, чем они руководствуются. Выполняем пуск. Нейтраль. Так, что это у нас тут такое? Так, это что такое, а? Вроде все нормально. Просто, может быть, программа не под те форсунки.
Эфир есть? Эфира больше нет. Понял. Как и запуска. Возможно, он прошит под что-то, под другое. Надо попробовать подшить их на бошевские форсунки. Просто у него по ошибке вылезает на все 6 форсунок. Он, возможно, это дохленький. Кто? Как? Запускал прям? Форсунки у него там есть, да? Форсунок нет. Ну. Но он не смотрел, скорее всего, какие форсунки. Это Ты имеешь в виду, на столе-то он и под Delphi? кто угодно может. Ну, может быть, да, под Delphi. Короче, ладно, сейчас на стол туда. С этим блоком, возможно, фиаско. Сейчас я его, конечно, заштопаю. Сегодня со всеми запчастями. Какая-то фиаско. Как будто бы пропадает зажигание, что ли. Да, на все форсунки ошибки. Что-то с этой силовой частью, короче, какая-то проблема. Ну, короче, внутри блока проблема. Блок косячный. То есть, когда увидит обороты, будет пытаться управлять форсунками, он выдает ошибки по форсункам, если есть проблема. Но он видит, что проблема есть. Ну, под крышкой клапаны будет работать, а который этот с той стороны под вопросом. Может быть, заслонка будет работать, может нет. Надо, короче, подключить ее, все как положено, по воздуху, и запустить, посмотреть. Сейчас его мозг попробуем в C зашить. Я помню, как я работал раньше, ну, вот просто электриком в сервисе у родственников. Я делал все подряд, там, прицепы, фары, короче, всякую такую штуку. Ну, обычно я перекладывал косы полностью от и до. Ну, не нейтрал, конечно, ну, полуприцеп обычный. Это максимум день работы. А так обычно все длилось там, 3-5 часов, короче. Прошился криво. И не запустится сейчас, да? Нет, все. Она такая сопротивляющаяся. Ну, бля, как будто он все записал, но не записал идентификацию. Ну, непруха, короче, то есть, как бы этот блок с одним косяком, тот с другим. Не, надо будет попробовать его, конечно, дэшной прошивкой еще прошить. Сейчас-то я все цешную пытаюсь загнать. Но это цешная, сделанная под аналогичный блок. А вдруг... Хочется попробовать еще вот так, и еще кое-как посмотрим. Не, он все пишет, что типа все заебись. Потом, когда подключаешься, ни хрена типа не дошелся. Это странно. Надо посмотреть. Завтра тогда такой план. Будет два варианта. Значит, первый. До того, как я сюда приеду, нужно будет снять блок с машины, подготовить его, чтобы он был снятый. Я его вскрою, беру и попробую прошить на столе прямо в память. Ну, то есть напрямую записать. Чтобы, в принципе, был какой-то блок, чтобы можно было запускаться. Этот блок ты хотел сделать? Этот можно будет сделать. Просто может времени уйти больше. Я предлагаю другой вариант. Ага. Вообще ничего не делать. Просто сразу покупаем блок цешный под такой мотор. Ставим его и все. 400 вот с чем-то лошадей, не видно, Да? сколько именно, да. Вот 14500 в шарах. Все, завершаем. Значит, в итоге получили два дохлых блока. Один умер после прошивки, а второй как бы, изначально дохлый, короче. И еще у меня есть сомнения по поводу этого сигнала питания на блок. Походу, когда крутим стартером, он пропадает. Ну, такое ощущение. Сейчас проверим, конечно, интересно даже. Че? Хорош. Сейчас еще вот так проверим. Давай. Хорош. Сейчас заеб... Не, все нормально. Это просто блок так странно вел. Короче, нужно завтра подключить воздух к клапану тому. Я так понял, воздух вы подключили, да? То есть надо подключить от клапана до турбины. Я уже потерял счет времени, я этой машиной второй день занимаюсь. Это все, что я знаю. Я тут решил упороться, но сделать этот блок. Короче, я упоролся и сделал этот блок. Мне, правда, пришлось с ним часа 4 где-то помучиться. Сначала я его поднял на программаторе, а потом уже зашил той прошивкой, которая мне нужна была. Вчера он ей не шился. После восстановления дампа
на программаторе, я его поднял и зашил. Он еще себя вел очень странно, он как бы зашивался до конца. После прошивки не взлетал полностью, то есть не считывались иденты с блока полностью. Частично считывались, частично нет. Мне как бы это казалось странным, и я его пытался вновь и вновь, как говорится, вышивать. Короче, жесть, до 2 часов ночи вчера его шили. Сегодня в итоге я его прошил на программаторе, тоже там не с первого раза, я часа 3 там мучился с прошивками сразу. Да, пойдем обрадуем хозяина, что ли. Так, ну что, ставь. Получилось, да? Да, взлетел. Получается, может быть, даже не зря 3 часа под твой движок. Да? Да, 460 был. Проверяем соленоид. Есть сопротивление, отлично. 90 Ом. На работу ставить его можно? Да, можно ставить. Это очередное испытание. Мы его прошли почти. Миша, тебя просто заполонили Вольвы. Это точно. И вон там еще Вольвы. Что сейчас должно произойти? Они должны поставить этот блок, который я прошил. Этот чертов блок, короче, который уже второй день мне мозги компостирует. Короче, они должны сейчас поставить его, соленоид, трубку, и мы должны запустить, и все заработать должно. Все. По времени уже и так достаточно потрачено. Должно по-любому все заработать. Я уже сделал все, что можно. Да, и она уезжает, все довольны. Вот так рукой машем, типа, оу. Я вижу, клапанную крышку закрыли, датчик установили, блок установили. А трубка уже тоже? А трубку вот делают. Запускайте. Она должна запуститься. Я все для этого сделал. Давайте я с вами, переживаю вместе с вами. Я просто похлопаю. Как-то плавно работает датчик воздуха, так влияет, да, на работу двигателя? Ну, он влияет, да. А мне его как можно начать ставить уже тоже? Ну, вообще, да. Да, в идеале бы, конечно, бы загнаться бы. Там просто провода у тебя же отрезаны они. Ну, это я купил на разборке, отрезанные были, просто коса. А, не как здесь. А то здесь Нет, нет. Ехали или что? ну, она троит как будто. Смотрите, там этот звук такой идет, как будто хлопушка постоянно открыта. Ну, как будто постоянно держит. Хлопушку постоянно будет держать. У нас картерный газ увеличится, правильно? Да. Раз заливную голову посмотреть, как она будет, не будет дымить. Ну, давай. Куда ничего не идет. Он, допустим, сейчас троит, а он обороты не набирает. И глохнет как резко этот. Все, дальше не развивает. Только что брал 2000, сейчас не развивает. Может, под клапанной крышкой клапан моросит. Нагрузка больше стала. И расход, я вижу, увеличился. Еще меньше оборотов набирает. Уже 1600. То есть было 2, потом 1800 где-то, 1700. Сейчас уже 1600. Сразу глох, представляешь? Как будто его что-то держит, да. Может, под клапанной крышкой? Мне кажется, под клапанной крышкой что-то держит. А корпус какой поставили-то в итоге? Вот я проверял, на полку ставил. Ну, он там целиком, он не на болтике, да, там? Корпус тот новый, который я привезла. Номер другой там, на соленоиде. Надо, короче, подкинуть старый соленоид и запустить. Просто так выглядит сейчас, пропускает туда масло, короче, как будто. Опять 25. Не, ну хлопушка может здесь это, там может быть тоже проблема. Ее вообще могло сейчас толкнуть и, ну, закрыть, короче. Там она могла заклинить в закрытом положении, если ей давно не пользовались. Вот старый. Надо, короче, его подоткнуть, ну, ничего не подключая эти провода, просто запустить, крышку накинуть, ну, чтобы маслом не забросало, и посмотреть, будет ли она троить. Это в корпусе как будто. Ну, мое такое предположение. Колобашку с пистолета с воздушного дунуть. Ну, клапаны PG, да. Проверить на полном давлении, как он будет себя вести. Добро пожаловать. У нас тут какая-то секта уже. Че, не шевелится? Ну хорошо. Эту сняли, да? Нет еще. Слушай, а вот здесь маленький воздух в сторону травит с этой фунишки, блядь, вокруг тебя. Да, мне тоже это кажется странным. Он должен сейчас воздух травить, нет? Давай включу зажигание. Травит? Да. Понял. Но он не должен травить. Там, наверное, там может мембрана лопнувшая в этом. А, ты хочешь проверить запуск? Не, ну ненадолго там можно, там на несколько секунд запустить. Ничего не будет. Там пока внизу с трубки пойдет воздух. Давай сейчас запущу на секунду, да. Давай. Аккуратно запускаю. Да, кстати, машина-то прогретая. Там 75 масла уже выше, масло горячее. Но она сейчас обороты брала. Да, вот назад все.
Ну, трубку ставь, да, назад. Ну, что-то с ним, да, там, мембрана может. Ну, там клапана, мембрана. Я слышал, что люди перебирают. Так, ладно. Я думаю, что трубку подключи на место. Надо под крышкой под клапаной разобраться, что происходит. Ну, влияет ли это или то. Ну так вот сильного давления нет, вообще сильного давления нет, чуть-чуть только. Сейчас обороты не берет машина и троит. Когда ключ бросаешь, она прям не как обычно глохнет, знаешь, там, ну, как будто продолжает вращение, а прям как упирается, да. Прям бах, и да, и все. Ну да. Да. Одно из двух. Кажется, как будто с корпусом проблема. Давай соленоид перекинем, да. Не, корпуса одинаковые. Башка взорвется сейчас. Цешный блок. Пропаиваю блок. Полопалась пайка. Сейчас посмотрим, поможет это или нет. А провод не мог там на массу касаться? Нет. Который массовый? Не, мы открутили когда смотрели, там еще не замыкает. Даже в Магадане друг друга не таскаем. Ну да, решили поменять на другой. То одно, то другое, то третье, то пятое, то десятое. Этот комп я только что разобрал, пропаял там этот. Вроде увидел проблему. Да, сейчас запустим и потестим. Блин. Ну, теоретически еще соленоид может пробить на корпус и массу брать с корпуса. И включаться. Почему не проверили сразу его? Я прозвонил только обмотку, а на корпус я не прозвонил. Ну ладно, уже закручивай не крест-накрест, и потом еще раз открутим. Жесть у нас. Все, да? Давай, запускай. Аккуратно. Руки, ноги, там, пальцы. Все, запуск. Давай крышку открутим. Он как будто держит, да, мотор троит. Не должен... Смотри, несколько секунд после старта работает ровно. Потом резко начинает троить. И ошибок нет по цилиндрам. И там эта хлопушка, походу, чуть придерживает. Еще плюс он... Кратит. Да, как будто, да, соленоид как будто пробивает. Надо, давай попробуй, Миш. Ща. Без хлопушки он лучше работает. Сильно? Значит, перепускает. Значит, Короче, держит. Хлопушку тоже. Но троение не ушло. Да, троит все равно. Ну, с хлопушкой понятно, то есть там с соленоидом пипец. Они пропускают воздух. Просто пропускают воздух, поэтому, ну, его тушит. С этим ладно, это половина. А его можно на дэшно заменить? Теоретически, они да. вообще... Отличаются, короче, хлопушки на вот этом моторе и на дэшном. На дэшном будет уже чисто шим хлопушка. Здесь она на двух клапанах. Что надо еще сделать? Надо крышку сейчас открыть. Скинем плюс с клапана и запустим еще раз. Если троить перестанет, то еще и с клапаном проблема. Короче, у него проблема с соленоидами, которые хлопушкой управляют, они воздух травят. И заслонка прикрывается, ну, она обороты перестает развивать. Это точно, да, уже, потому что запускаем, она обороты перестает развивать, когда подключена трубка. Ну, короче, он пропускает воздух, и это проблема. Так, сейчас болтики не откручивайте сразу. Открутить надо будет только один. Сейчас я скажу, какой. Вот этот, левый. С моей стороны это левый. Здесь 24 вольта, здесь 12. То одно, то другое, короче. Сейчас она троит. Сказать, что сильно, но как бы есть. Давай, может, другой соленоид туда накинем, который точно не троила машина. Давай 12-вольтовый соленоид свой. Есть просто предположение, что это он может пропускать. Мало того, что может коротить и открываться, он может еще пропускать через себя. Капризная она у вас. Соленоид подключать пока не будем. Сейчас надо его просто поставить, проверить. Сейчас проверить, из-за чего он троит, потому что, ну, кроме вот этих действий же больше никакие не делали. Я предполагал то, что он там не работает под стартером. Я думал, у меня под стартером стоит. Я предполагал и сказали, что все будет работать. Все, запускаю. Ну, короче, мы убедились, что у нас не с соленоидом проблема, не с клапаном, ну, под крышкой, там проблем нету. Машина троит. Единственное, что еще делали, это программировали блок управления двигателем. Как-то это связано. Другого блока нет, чтобы проверить. На одно место ставить 24-вольтовый этот соленоид. Остается только с строением разобраться. Там понятно, с горняком, с нижним, что надо соленоиды поменять и все, чтобы они не сумели что-то делать, просто что делать. Никаких ошибок нет, ну, связанных с строением. Сейчас горит только это давление топлива и датчик, который отключен на воздушный фильтр. Фишка есть, ее помыть, и датчик одеть, и ошибка уйдет. Короче, да, воздух надо снять, загнуть, пока клапан не поменяется. Надо клапан поменять. На соленоид что-то? Ну, это вниз только. И что? 13 тысяч. Если работает оно, то это вообще чудо. Потому что я говорю, я в Мотепе узнала, у них точно такой уже обшарпанный, весь 30 тысяч, они сказали. А тут просто человек разбирал двигатель. Вот это он должен заходить, это вот. Здесь у нас трубка медная стоит, значит надо будет переделать. Миша, привет! Да, привет.
А, только прикрутить осталось его? Все почти сделал, вот сейчас вот все сделал. Ништяк. Все, будем испытывать, да, как испытывать? А просто запускай двигатель и все. Давай я запущу. Он как будто бы заработал, да, и потом перестал. Блин. Сейчас еще раз запущу. Вот, сейчас работает. О, работает. Работает? Да. А ты фишку снимал, что ли, да, или что? А я не смог ставить ее, я потом нашел и завернул. А, она не была одета. Да. Просто ошибка появилась, и я думаю, не работает, что ли. Все, ладно, работает, короче. Слышишь, как бы она нагружает двигатель чуть-чуть. Газ даешь, она сразу закрывается. Сейчас на холостой встала. О, нагрузила. Все, вот, прогрев работает теперь. Тебе теперь надо выехать и протестить на ходу. Так, сейчас хотел бы пояснить, что мы вообще тут делаем-то уже третий день. Короче, первый день мы восстанавливали проводку после подключения двигателя. Его там где-то когда-то подключали и там с проводами немножко наколдовали. Ну, не немножко, прям там нормально наколдовали. В общем, мы это все восстанавливали. Задача была сделать так, чтобы двигатель управлял моторным тормозом, как он должен управлять, и чтобы это все взаимодействовало с блоком управления кабиной. В общем, первый день он у нас ушел на восстановление проводки. План был превратить его в цешный и заставить именно работать воздушный клапан цешный, который стоит под турбиной. Он там состоит из двух клапанов. Один отвечает за прогрев, второй за горный тормоз. В общем, мы двигались в этом направлении. В итоге у нас оказалось, что этот клапан шипит, пропускает воздух, короче, и он уже все там мертвый, убитый старый клапан, короче, и нам нужен другой. И по стоимости клапанов оказалось, что такой клапан, короче, стоит там в районе 40, 50 и так далее, короче, тысяч. Не факт, что он там будет рабочий, короче, целая проблема. В тот момент, ну, я думал, как лучше сделать, продолжать там, типа, в сэшный смотреть и вот в этот клапан, или же есть альтернативный вариант. И в итоге пришел к тому, что надо сделать альтернативный вариант. Поставить туда шим-клапан от дэшного мотора, переделать еще раз проводку, чтобы она могла управлять этим шим-клапаном. В итоге в эту сторону и пошли. Дальше я его опять прошил дэшной прошивкой, переделал провода, поставил туда шим-клапан. Сейчас вот запускали двигатель, он работает уже. То есть уже в итоге мы восстановили функционал моторного тормоза. У нас соленоид под крышкой стоит 24-вольтовый, соответствующий оригинальный вольвовский. Клапан стоит шим, который управляет заслонкой, и он ей управляет, то есть мотор нагружается. Сейчас осталось только на ходу проверить, чтобы это все дело включалось и работало. В принципе, и все. Ну, скорее всего, так и будет, потому что, в принципе, все настроено. В общем, как-то так. То есть вот он, третий день подошел к концу. Из-за того, что, ну, сначала мы пытались одну систему заставить работать, и в итоге пришли к тому, что не получится, короче, ничего. Ее подключаешь к воздуху, она начинает заслонку открывать, ну, у нас мотор тушится, как бы, надо менять этот клапан, а он денег стоит немало, тот дешевле. Короче, в итоге пришлось все перевернуть и пойти в сторону другого клапана. Но что еще, как бы, было? Мы мучились с прошивками, блок не шился, у него была какая-то неисправность. Цешный блок, который он привез с собой, он оказался тоже неисправный. Мы его поставили, он форсунки не видит, на все 6 ошибку пишется, еще с ним там надо будет разбираться. Я силовую часть там подправил, он перестал писать ошибки на форсунке, но пока все равно еще нет запуска. Его комп, на котором он приехал, был прошит дэшной программой. Мы его пытались прошить цешный, он в итоге лег на машине, я его восстанавливал, восстановил. В итоге он теперь все там прошивается, короче, все с ним хорошо. На это много времени ушло, вот эти все манипуляции. Как говорю, пока пришли, выяснили, в чем проблема, что не так. Ну, короче, такая очень сложная, петляющая ситуация была. Трудно было ее обходить. Надо еще все решения принять, как бы, такие верные, чтобы они пришли в итоге к окончательному результату. А задача была именно заставить работать горный тормоз. У нас получается целая куча проблем. То есть там клапан веб, провода отрезаны, выведены на кнопку. Клапан EPG вообще отрезаны, провода, трубки, другой какой-то воздушный клапан тоже выведен на кнопку. Внутри провода, которые идут с блока управления кабиной на переключатель моторного тормоза. По ним он должен включаться, этот моторный тормоз, тоже все поотрезано. Ручка сама там многопозиционная была, она была разобрана, оттуда с платы сдуты все резисторы, то есть мне ее даже было не восстановить, потому что, ну, нет образца, я не знаю номиналов, какие там резисторы должны быть. Куда ни залезть, короче, везде там была прям вот жесткая борода, то есть прям вообще никак, ни в какую. Прям вот надо было делать все. Все, что связано с горным тормозом, было сломано все. И управление, и провода, и соленоид 12-вольтовый, хер пойми от чего там стоит, который, я так понял, он, видать, какой-то кривой, тупо не мог
открыть клапан нормально, чтобы масло поступало. Потому что сейчас машина прогретая, я тестил горник, и с этим клапаном работает. А с тем уже на прогретой машине ничего не работало. Получается, там еще с самой катушкой какая-то проблема была. Видать, ей силы не хватало, чтобы поднять нормально клапан. В общем, короче, везде какая-то была проблема. На решение каждой приходилось потратить огромную кучу времени. Что у нас получилось? Сейчас вот третий день, начало дня. Я завершил там все работы по электрике, по механике ребята там сами делали. Осталось только сейчас на ходу проверить. И на этом все. Завершим, наконец-то, эту машину. Если вдруг мы опять возьмемся за такую жесткую работу, то надо просто сразу косу искать другую, целую, не резаную, не пиленную. Просто туда закидывать целиком, и все. И уже на базе нее достраивать вот эти все компоненты. И то же самое с подключением. То есть, если там есть какие-то сомнения, что как-то странно подключено, просто срезаем, заново все делаем, и все. На вот эти всякие попытки просто исправить, типа сэкономить время, наоборот, получилось еще больше времени потрачено. Ну что, поехал он прям основательно тестить, да? Ну. Коробка. Сейчас Конечно. барабанная дробь, тревожная музыка, я не знаю, там. Там этот... Сейчас все будет, станет ясно. О, здесь. Так. Чё? По трассе ехал, он нигде не работал. А вот сейчас на пониженной скорости, вот здесь его газ убирал, он сразу начал вставать. Почему так? Не знаю. 100-110 набирали оборот, включали его до конца, два положения. Он вообще как ехал, так ехал. Фиг его знает. Вот он здесь только начал включаться на пониженной. Ясно. Но раз включался, он юзил. Сейчас вообще сказка. Проезься еще раз. Включается через раз, почему-то не знаю. А, педаль сцепления у тебя, наверное, барахлит. Она должна быть поднята? Да. Ну все, ясно. Потому что я когда круизом пользовался, сейчас вот, я хуяк не работает, педаль натягиваю, работает. А горник, тоже ему это важно. Ну все, вот вам сказал. Я больше не буду браться за такую хуйню. Да зачем? 3 дня это какой-то вообще беспредел. У меня уже, я просто заебался. Ты одно и то же делаешь, и на каждом шаге стоп. Идешь дальше, опять стоп. Опять проходишь следующий уровень, и там хуй. Такой, блин. No, God, please, no, no! Типа, когда она закончится, короче, это если бы хотя бы провода были целые, да, то просто я прозвонил их, проверил, что они целые, и все. И там, поменял там соленоид, поменял клапан. А тут, получается, ничего, ни того, ни другого. Так, только что, короче, вернулась красная машина с проверки на ходу. Короче, покаталась, проверила горный тормоз, все работает, все, больше пока не вылезло никаких нюансов. Концевик сцепления только, единственное, что у него там, это педаль провисшая. Надо подтянуть пружинкой, то есть он педаль держит и включает, короче, все работает. Вот, мы наконец-то завершили эту жесть, почти на 3 дня растянутую. Надеюсь, что больше не придется нам с этой машиной ковыряться с этой проблемой. На этом все, спасибо за просмотр, всем пока. Удачи, ставьте лайки. Да, это было пипец как сложно. Все, давай, все. Лица не будет, да? Рука будет. Тебе там поставить крышку какой-нибудь. Рамиль, до свидания. Я уезжаю. Миша Жарый.